Русская речь везде. Что вообще сейчас происходит? Закон, как правило, обратной силы не имеет. Френдли подход. А суд был выигран. Заплатил денежку. Паспорт где? Кому верить? Инвестировать 50 тысяч. Ну, это нереально. Живу там на последние копейки. Бассейн, спортклуб. Мы такие деньги не берем. Нужно ответить «да». Всем привет, меня зовут Роман Цупер, я сооснователь компании Relogate, и сегодня у нас будет очень интересный разговор с Маргаритой. Маргарита — миграционный юрист, она сооснователь компании Westland Mark. Собственно, сегодня мы поговорим о многих вещах, которые интересуют людей, которые недавно переехали в Великобританию или которые планируют переехать. Мы поговорим про разные визы, про Global Talent, про инноватор, про Skilled Worker, мы поговорим про законодательные инициативы. Сейчас очень много всего обсуждается в парламенте, непонятно, собственно, как это повлияет на жизнь мигрантов. Поговорим про депендентов, про получение ПМЖ, про паспорт. В общем, все то, что так беспокоит нас всех. Здравствуйте, Маргарита. Здравствуйте, спасибо большое за представление. Очень приятно, что вы меня сегодня пригласили. Буду рада ответить на все ваши вопросы. Я все правильно сказал или что-то хотите про себя добавить? Нет, все отлично. Спасибо. Ну тогда самый первый вопрос. Что вообще сейчас происходит в парламенте? Какие законопроекты обсуждаются? Как это все затронет людей, которые недавно переехали или планируют переезд? В основном, скорее всего, это затронет людей, которые планируют свой переезд, потому что закон, как правило, обратной силы не имеет. Есть определенные прецеденты, которые это подтверждают, и если вдруг парламент решит иначе, люди будут их использовать, эти прецеденты, и доказывать свои права. Что я имею в виду? В основном все изменения будут затрагивать приезжих. То есть, когда люди будут подавать на визы, нужно будет смотреть, по каким правилам они подают. То есть парламент выпустит изменения, действительно, я скажу, какие примерно, да, они планируют выпустить, и они скажут, какого числа эти изменения войдут в силу. И все заявки, которые будут поданы после этого числа, как правило, уже будут по новым правилам идти. Изменения достаточно серьезные. Вот волна изменений уже прошла в июле, то есть подняли зарплату базовую рабочим визам, да, была 38 700, стала 41 700. Убрали очень много профессий, которые были NQF Level 3. Третий уровень — это когда нету образования bachelor degree, University Degree. И сделали только NQF Level 6, где необходимо образование высшее. Соответственно, с 22 июля этого года люди без образования, скажем так, уже приехать, к сожалению, не смогут. Это те самые социальные работники, да? Социальные работники — это одни из... Да, это очень большая реформа. Там это вообще категория закрыта для тех, кто будет подавать из других стран, и она пока только будет открыта для продления. То есть если человек уже здесь работает, он сможет продлиться, но не более того, да. Такой уточняющий вопрос. Я знаю про несколько законопроектов. Вот есть законопроект лейбористов, он называется White Paper, есть там разные варианты прочтения его. Есть еще закон консерваторов, который тоже сейчас находится в парламенте и проходит чтение. В общем, кому верить, какой закон-то в итоге примут? Мы можем как-то спрогнозировать? Ну, поскольку сейчас Labour Government, да, то есть в любом случае, я думаю, будет рассматриваться этот законопроект в большей степени. Там достаточно жесткие планируются изменения. Понятно, они еще не приняты, то есть пока еще волноваться рано. Но, конечно, они говорят о том, что для рабочих виз, для бизнеса, миграции в основном путь к ПМЖ будет не 5, а 10 лет. Вопрос интересный, затронет ли это, наверное, инноваторов и Global Talent, где путь для ПМЖ 3 года, а не 5 лет. Были разговоры о том, что сделают 5, но пока это ничем не подтверждено. Скорее всего, 10 лет сделают для рабочих виз, то есть Skilled Worker и, скорее всего, UK Expansion Worker, который будет плавно переходить в Skilled Worker потом. Там вообще очень долгая история к ПМЖ. Вот это, наверное, самое серьезное изменение, которое планируется, потому что я не понимаю, кто сюда реально поедет, зная, что нужно будет работать с привязкой к работодателю 10 лет. Да, это странно. Если я правильно понял, те люди, которые сейчас уже получили визы, Skilled Worker, Global Talent, инноватор, они пойдут по старому треку, потому что новый закон не будет иметь обратной силы, а те, которые получат эти визы уже после принятия закона, точнее, вступления его в действие, они пойдут уже по новому треку, правильно? Да, совершенно верно. Вот я хотела, кстати, рассказать, каким образом это работает и почему это, скорее всего, будет так. Моя коллега, тоже основатель нашего бизнеса вместе со мной, кто его открывал, она была одной из первых приезжих на категории HSMP. В 2006 году еще это было, и эта категория была для таких highly skilled migrants, которые могли приехать, работать на любой работе с любой зарплатой и получить потом ПМЖ. И как только вот ей нужно было подаваться уже на ПМЖ, изменился закон, что она должна
зарабатывает 35 тысяч в год. Это 2008 год. Это достаточно высокая зарплата по UK по тем временам. И, конечно же, очень много людей было на этой миграционной категории, и моя коллега, она принимала участие в Judicial Review, когда люди коллективно собрались и подали в суд, потому что такие изменения ретроспективные, они совершенно нечестны по отношению к мигрантам. А суд был выигран, и, соответственно, все в итоге закончилось хорошо. Но вот этот прецедент остался и используется по сей день. Интересно, что некоторые изменения все же могут быть ретроспективны, но только если они в положительную сторону, если они помогают мигрантам. Если же это действительно противоречит всему здравому смыслу, то вряд ли это будет касаться тех, кто уже здесь находится. Есть какой-то прогноз, как быстро эти законы вступят в силу? Ну, понятно, что это какое-то гадание на кофейной гуще, но, может быть, какая-то практика предыдущих законов подскажет. Да, практика такая есть. Обычно все законы в основном это принятие октябрь-апрель. Бывает иногда, вот как сейчас, июль, да, но это, скажем, исключение, нежели чем правило. То есть мы ожидаем волну изменений в октябре, в апреле, но я думаю, что внедряться это будет, 1-2 года точно. Они все таки планируют реформу всей миграционной системы, практически всей. Даже, может быть, иногда не в сторону ухудшения, с одной стороны, даже в сторону улучшения, да, по некоторым вопросам. Переписывать этот закон у них получается с трудом. Если мы посмотрим на ПМЖ по десятилетней дороге и изменения, которые они внесли в 2024 году, сами не поняли, что они написали, приостановили выдачу заявок, переписали так, что люди начали понимать, и уже, скажем так, поезд поехал дальше нормально. Но все, кто подались и не соответствовали как бы их новым правилам до этого переписания, все получили визы. И это был маленький участок иммиграционных правил, реально там, страница 2. Если мы говорим о такой большой реформе, я не думаю, что это будет в течение месяца-двух. У нас есть время, но нужно готовиться. Ну, то есть фактически, кто сейчас думает про то, чтобы эти визы сделать, лучше поторопиться, чтобы успеть это все сделать до внедрения. Да, абсолютно. То есть если есть шанс прыгнуть сейчас на рабочую визу или разработать там инноватора, Global Talent, нужно действовать вчера, потому что мы действительно не знаем. Парламент в Home Office выпустит Statement of Changes, 21 день вступает в силу. Наша компания помогает талантам и инноваторам, стартаперам переезжать в UK, в Америку, в Европу. И я сам, собственно, талант, как вы знаете, вы помогали мне делать кейс ПМЖ. Успешно я его получил на прошлой неделе, очень рад. И, собственно, мой вопрос как раз про инноваторов и про Global Talent'ов. В White Paper очень размытые формулировки. Там есть такое понимание, что point-based visas, которые и, по идее, и Global Talent, и инноваторы не попадают под эти визы. При этом есть такая формулировка, как стандартный квалификационный период, в который не попадает Global Talent инноватор, и кажется, как будто бы вот этот вот white paper не затронет эти категории. Но никто наверняка сказать не может. Вот как вы считаете? Они могут сделать квалификационный период к ПМЖ 5 лет, потому что так уж это будет совсем сладко. Но также я предполагаю, что будут позитивные изменения, потому что они, опять же, говорят, что мы будем все-таки пытаться призвать талант в страну. Очень много людей уехало в связи с налоговыми изменениями, соответственно, отток рабочей силы тоже произошел. Будут введены новые endorsement bodies, насколько я знаю. Расширен вот этот круг, кто может квалифицироваться по визе таланта. Да, сейчас же у нас специальная категория есть. Они их хотят расширить. Опять же, с точки зрения инноватора. На мой взгляд, сейчас достаточно сложно получить эндорсмент. То есть вот эта вот инновация, докажи, насколько это инновация. Окей, этого бизнеса нет в UK, но он есть в Японии. Инновация это или нет? Там очень много ifs and buts, скажем так. Они вроде как тоже планируют это упростить. То есть если ты человек, который вышел из института, получил graduate визу, кстати, которая вместо 2 лет стало сейчас 18 месяцев. Вроде как для таких людей инноватор станет проще и не обязательно будет показывать бизнес-идею настолько сильной. Поэтому наверняка будут какие-то позитивные изменения для именно притока качественной миграции. И оттока некачественный. То есть, действительно, это немножко странно выглядит, потому что этих инноваторов и талантов там тысячи в год переезжают, и, конечно, они на миграционную картину мало влияют. Один из самых животрепещущих вопросов вот среди комьюнити мигрантов, да, и тех, кому мы помогали с визами, и те, кто сами делали или с кем-то еще, это что будет с депендентами, потому что люди переезжают с семьями, и непонятно, что будет с женой, с детьми и так далее. По Global Talent и по инноватору, и по скиллдворкеру, на самом деле, тоже. То есть как это их затронет?
затронет и затронет ли? Сильно не затронет. Обычно со skilled-worker депенденты квалифицируются на ПМЖ через 5 лет, но с точки зрения инноватора и global таланта, понятно, у нас главный заявитель квалифицируется через 3 года, депенденты все равно 5 лет должны ждать до ПМЖ. В принципе, эта картина не меняется на данный момент сейчас, и для рабочих виз также она не меняется. Там большой какой-то был бум, что вот депендентов привозить нельзя. Мне кажется, это больше было с точки зрения, что вот care workers, им нельзя привозить депендентов. На самом деле можно, фактически. Если вы уже привезли с собой депендентов, они дальше останутся ими. Никто их из страны не выдворит. Если вы будете квалифицироваться на рабочую визу или на визу талантов, или на инноваторов, вы также сможете привезти с собой депендентов. Если вы квалифицируетесь, они тоже будут квалифицироваться. Там есть определенные нюансы, когда человек зашел на рабочую визу, еще не имеет депендентов. Его рабочий код level 3. И он вот в этом temporary листе находится, и он вот вроде как женился, допустим. И вот здесь есть определенные нюансы, которые нужно уже рассматривать индивидуально с каждым клиентом, потому что можно разговаривать на эту тему очень долго. Ключевой вопрос, допустим, по скиллдворкерам. Скорее всего, увеличат срок DLR до 10 лет. Вопрос депендентам скиллдворкеров тоже увеличат до 10 лет? Скорее всего, да, потому что, как правило, депендент не может квалифицироваться раньше, чем главный заявитель. И всегда, даже когда у нас кто-то присоединяется, допустим, к инноватору, инноватор здесь уже год отбыл, ему осталось 2, и депенденту всегда дают тот же срок окончания визы, как и главному заявителю. Поэтому, да, здесь они паровозиком тоже пойдут, конечно. Ну и, соответственно, то же самое по талантам и по инноваторам. Да. Маргарита, давайте поговорим немножко про LR. Мне повезло, я его недавно получил, я очень рад. Вопрос, что делать всем остальным, кто планирует получить Global Talent визу, кто планирует получить инноватор. По скиллдворкерам все понятно, у них чаще всего есть рабочий контракт, в общем, оплачиваются налоги, все очевидно. Про что нужно знать талантам, как подготовиться к тому, чтобы пройти максимально безболезненно, в общем, этот путь до LR? Global Talent и инноватор — это совершенно разные категории с точки зрения получения ILR. И требования совершенно разные. Начнем с таланта. Талант тут проще всего. Это одна из моих любимых и самых, я бы сказала, простых категорий, потому что вам дается свобода. Вы можете заниматься тем, чем вы хотите, именно в сфере, конечно, вашего таланта, но вы можете быть employed, то есть работать на кого-то, можете вести свой бизнес, то есть открыть компанию, либо быть индивидуальным предпринимателем. Любой из этих видов деятельности будет вас квалифицировать на ПМЖ. Важно показать, что вы действительно работаете, вашу активность. Не обязательно зарабатывать миллионы, и даже сотни тысяч не обязательно зарабатывать. У меня был клиент, который заработал последний год 25 тысяч фунтов. До этого он не работал вообще, и мы успешно получили ему ПМЖ. То есть здесь критериев жестких по количеству лет работы, количеству заработанных денег нет. Главное, чтобы вы работали именно в своей сфере и могли это показать. Обычно мы делаем акцент на то, что окей, вот у человека есть компания. Компания называется так-то. Вот у нее финансовая отчетность. Столько-то он получил дивидендов или зарплаты. И деятельность компании такая-то. Может быть, показать инвойсы, показать коммуникацию с клиентами, может быть, какие-то проекты показать, которые он выполнил. И таким образом связать, на каком основании он получил эту визу, и что он действительно делал. Вот это талант. И, естественно, нужно позаботиться еще заранее именно Global Talent по поводу сдачи английского, потому что на заход талант не сдает английский, и Life in the UK тест. То есть обязательно купить новую книжку, которая на сайте gov.uk, потому что книжка часто меняется, перевыпускается, история идет вперед, и потренироваться. Есть много апов в App Store, где можно multiple choice questions, в общем-то, побегать по ним. Это, наверное, вот с точки зрения таланта. Требования к отсутствиям одинаковые и как и для таланта, так и для инноватора. Не больше 180 дней в любые последовательные 12 месяцев для indefinite leave to remain. За этим нужно тоже строго смотреть. И я, когда человек получает визу, говорю, пожалуйста, вот вам табличка, введите ее, потому что потом восстановить достаточно бывает сложно. И вот как мы запрашивали, subject access request, можно все равно восстановить отсутствие. Сейчас Home Office достаточно хорошо ведет вот эти записи, где можно запросить файл
и увидеть все свои inbound, outbound flights и уже составить на основании них табличку. Иногда, кстати, там все равно записаны полеты, на которых человек не был. Но если он зарегистрирован, там был, все равно они будут в списке находиться. И иногда это home office триггерит в плане того, что они говорят: окей, у вас здесь превышение. Мы говорим: нет, нас не было на этом флайте, превышения у нас нет. Это что касается таланта. Ну вот тут я вклинюсь. Важная информация для меня, например, новая была, да, потому что я думал, что отсутствия считаются последовательно каждый год. Ну, то есть вот я высчитывал, что у меня первый год, да, не больше 180 дней, второй, третий. А оказалось по итогу, что они могут взять любой период 12 месяцев, то есть ползунок может ездить, и в каждом из этих периодов должно быть отсутствие не больше 180 дней. И вот в моем случае, да, мне нужно было уезжать, там у меня у родителей случилась болезнь, и мы зачли, вот, собственно, я предоставил документы, выписку из больницы, и мне заминусовали этот срок, потому что это уважительная причина отсутствия. Мне кажется, вот это важно, потому что про это мало кто знает, что вот этот ползунок, он может ездить. Да-да, любые последовательные 12 лет — это так. Вот с точки зрения уважительности причин, болезнь близкого родственника — одна из них, безусловно. Есть еще уважительные причины, там, отсутствие во время ковида — это считается уважительной причиной. Какие-то непредвиденные ситуации, которые не зависят от вас. Вот. Ну, они достаточно должны быть веские, да, эти причины. Кстати, интересный, вот, может быть, тоже поинт для людей в отношении ковида. Клиент пришел к нам с отказом, когда у нее было превышение из-за ковида буквально 10 дней. Казалось бы, ковид должен вычитаться. Да? Здесь визовый офицер совершенно не прав. Мы сейчас делаем апелляцию по данному кейсу. Интересно, что визовый офицер написал. Но вы же знали, что ситуация какая-то нестандартная, и как-то вот вы, может быть, и не можете вернуться. Вы должны были остаться. Ну, то есть очень как-то странный ризонинг. И потом они еще написали: окей, вот вы превысили, ну, вы отсутствовали это время. После того, как вы отсутствовали там 100 с чем-то дней, вы продолжали путешествовать. И это тоже для них триггер, да. Хотя по правилам официально ковид вычитается. Еще важный вопрос. То есть, получается, по таланту мне не обязательно быть в найме, я могу быть самозанятым. Например, мой случай, потому что компания Relogate, она зарегистрирована в Евросоюзе, и у меня нет постоянного контракта в Великобритании. Тем не менее, у меня вот я успешно получил ILR. Вот тут чуть-чуть поподробнее, потому что это частая ситуация, когда людям нужно зарегистрироваться как самозанятый, и в этом случае какие нужно там инвойсы предоставить, должны ли это быть инвойсы из разных компаний, если, допустим, человек работает на одну компанию где-то за пределами UK. Если работодатель, как я его сейчас буду называть работодателем, один, то есть клиент один, да, мы здесь зарегистрированы как self-employed, мы выставляем инвойсы одному человеку постоянно. UK government, во-первых, будет думать, что это employment, и применять немножко другой код к вашему заработку. И, как правило, вы будете платить больше налогов, чем self-employed. Во-первых, это важно тоже понимать. То есть, как правило, если человек работает как self-employed, я советую иметь 2 и более клиентов. Тогда это выглядит действительно как нормальный self-employment. Обязательно нужно быть официально зарегистрированным, желательно иметь отдельный счет, даже он может быть личным, но for business purposes, то есть использоваться в качестве бизнес-счета. Если вы выставляете инвойсы, выставляйте их с правильным наименованием, то есть вы работаете в каком-то секторе, вы должны особые услуги осуществлять. И если у вас есть еще контракты на выполнение работ, где описывается, что вы делаете, это отлично. То есть это можно предоставлять потом в хоум-офис, доказывая, что я финансово активный, я работаю в своей сфере, но я работаю как самозанятый, и это абсолютно нормально. И в инвойсах, собственно, то, что ты делаешь, должно совпадать с твоим талантом, насколько я понимаю. Да, да, да. Они это действительно проверяют. Они смотрят, да, потому что если у нас талант тех, а мы выставляем инвойс там на какую-то картину, которую мы для них пишем, то, конечно, у них будут вопросы. И по инноватору, да, я прервал. Там вот путь к ILR, он отличается, насколько я понимаю, да? Он сильно отличается, и я сейчас постараюсь прям быстро ответить на этот вопрос, потому что, на самом деле, разговаривать можно очень долго. Мне обычно час консультация длится по инноватору. Но фактически, да, за 3 года нужно свой бизнес-план в жизнь все таки попытаться воплотить хотя бы 70-80%. Потому что когда мы заходим на эту визу, мы ставим себе objectives определенные, да, что мы хотим выполнить за эти 3 года. Плюс к этому endorsement body нас будет 2 раза проверять за эти 3 года обязательно, еще брать за это деньги будут. И когда мы будем подавать на ПМЖ, нам нужно 3 критерия очень важных соблюсти. Во-первых, обратно обратиться к endorsement body и сказать: проверьте, пожалуйста, мой бизнес и напишите, что я действительно достиг
успеха и большинства вот этих поинтов, которые я себе записал изначально за эти 3 года. Endorsement Body проверяет всю бухгалтерию, инвойсы клиентов, то есть такая достаточно большая проверка. Обычно это проходит окей, потому что они мониторинг делают свой в течение 3 лет и направляют, если им что-то не нравится. И дальше нужно еще выполнить 2 условия. Там есть целый список этих условий, и я сейчас скажу наиболее популярные. Например, инвестировать 50 тысяч за 3 года. Это один поинт. Можно нанять 5 работников, каждый из них settled или British, и каждый зарабатывает минимум 25 тысяч фунтов в год, и работают они, естественно, минимум год. Обычно последний год. Это вот уже 2 условия мы выполнили. Окей, можно подать заявку на патент. Раньше, по старым правилам, нужно было именно зарегистрировать патент. Но это нереально. За это время он достаточно долгий, объемная такая заявка, поэтому подать как бы заявку на патент, чтобы ее приняли. А этого достаточно. Вот. То есть можно инвестировать 50 тысяч, сделать, подать заявку на патент. Инвестировать 50 тысяч, нанять 5 работников. Инвестировать 50 тысяч, нанять 10 работников на минималку, к примеру. Да, и там еще есть условия, например, выйти на международный рынок, иметь определенный оборот. И мы как в зависимости от нашей line of business, выбираем те условия, которые нам больше подходят. В основном, по моей практике, работники и 50 тысяч. Это самые удобные такие вот условия, которые можно выполнить. Я знаю, что недавно поменялась эта программа, то есть в апреле 23 года, по-моему, ее поменяли. И я так понимаю, что по новым правилам еще никто ILR не получал. То есть все только по старым, если я правильно читаю. Или все-таки прецеденты были? По инноватору там не было таких сильных изменений в плохую сторону. То есть там в основном все изменения были позитивные. Например, раньше, когда заходишь на инноватора, нужно было обязательно показать 50 тысяч. Сейчас нужно не обязательно. То есть если бизнес реально не требует таких больших инвестиций, то можно и не показывать эти деньги на счету. Нужно показывать то, что ты реально заявляешь в бизнес-плане. Или, например, раньше нельзя было инноватором работать на кого-то другого, а сейчас можно. То есть все вот эти изменения, в принципе, были позитивные и сильно на ПМЖ даже и не влияют. Все как так было, так и осталось. Но реально получить инноватором? Или все-таки это суперсложно? Реально, но наверное, одна из самых объемных заявок, которые я вообще в практике своей делала, это как раз ПМЖ на инноватора. Там, больше 1000 листов в файле было. И это такой очень кропотливый труд. Важный тоже вопрос, сколько реально нужно зарабатывать таланту, например, для того, чтобы получить ILR? Есть ли какая-то минимальная сумма налогов, которую нужно заплатить? Или тут как-то плавает это все? Да, вообще нет какой-то конкретики. Нужно показать, что вы работаете. То есть это может быть 25 тысяч фунтов в год, может быть 5 тысяч фунтов в год, то есть нету конкретики. Я думаю, что здесь нужно оставаться в логике в какой-то, да. То есть если мы показываем, что мы за 3 года заработали 5 тысяч фунтов, наверняка вопросы возникнут. Но, может быть, вы готовите какой-то проект, и вы можете показать этот проект, и вот он сейчас выстрелит. Поэтому вы все свои силы вкладывали не в заработок, а в развитие. Но все равно что-то заработали. Здесь нужно смотреть на конкретную, конечно, ситуацию, но в правилах цифр не прописано. Должна быть логика в этом во всем. Обычно, как мы делали минимально 25, это нормально. Есть инноваторы, конечно, которые зарабатывают в разы больше. Но, опять же, многие свой доход как-то немножко уменьшают, многие, наоборот, увеличивают. Как кому нравится, но нет цифр. Это считается за весь период 25 в год? Или, допустим, может быть такое, что в один год сработал, не знаю, 75 или 100, а в последний вообще не заработал? Ой, хороший вопрос. Но на самом деле, чтобы в последний год вообще не заработал, я с этим никогда не сталкивалась. Лучше так не делать. Лучше так не делать, да. Были случаи у меня, когда не зарабатывал ничего в первый, второй год и заработал в последний. Это окей. Наоборот, я бы не рисковала. Я бы как минимум начала бы какой-то проект, работу, активность какую-то, что-то показывать, что я что-то делаю. Да, может быть, я не зарабатываю много, но у меня нет такой обязанности. У меня есть такой шкурный вопрос по поводу паспорта, потому что вот я сейчас начал свой путь к паспорту, и там есть такая формулировка, что при подаче на паспорт нужно обосновать, что твоя жизнь связана с Великобританией. И это, такое размытое, то есть я так понимаю, что можно, не знаю, жениться или выйти замуж за гражданина или гражданку Великобритании, можно купить квартиру, можно устроиться на работу или, не знаю, поступить в университет. Вот как это доказывается вообще? Вот какой самый простой путь? На самом деле нету конкретного списка документов или
определенных доказательств, которые мы обычно прикладываем. Первое, что нужно сделать, нужно правильно ответить на этот вопрос в аппликационной форме. Ваша жизнь лежит дальше в Великобритании? Нужно ответить «да». Это самое главное. Потому что если вы ответите «нет», то, конечно, могут быть действительно проблемы. Но по большому счету кейсворкер смотрит на вашу заявку в целом. Где вы реально живете? Сколько у вас отсутствий? Там, где работаете ли вы в UK? Работать не обязательно совсем для получения гражданства, но если вы работаете, это плюс. Если у вас недвижимость в UK, если у вас там дети учатся в Великобритании, опять же. Сколько у вас связи со страной? У меня были заявки, где человек не работал, не учился, не имел недвижимости, но участвовал активно в социальной жизни. На танцы ходил, в local church ходил, участвовал, кормил котов. Волонтерство очень. Да, волонтерство, да. И если мы показываем вот эту вот связь со страной, и да, я могу, может быть, там наследство какое-то получил большое, я сижу, ничего не делаю, но участвую в жизни страны и собираюсь здесь жить. Главное показать intention, то есть желание свое и свою ситуацию, как она сейчас есть. Это может, конечно, измениться. И если вы сейчас скажете «да», а через год скажете «вы знаете, я на самом деле поехал в Дубай», вам никто не скажет почему, что, как, и гражданство, конечно же, не отберет. Мой случай, например, если я поступил в университет британский, и у меня предстоит еще там какое-то количество лет учиться, это засчитывается? Или, например, если у меня есть контракт аренды квартиры, и он там какой-то более-менее длительный, это засчитывается? По поводу покупки, думаю, ну там большие сложности, потому что у меня нет трудоустройства в UK, и у меня нет, собственно, такого кредитного рейтинга, и там в полной мере, наверное, я не смогу купить, но у меня есть какая-то сумма. Ну, в общем, интересно по поводу контракта на аренду и по поводу учебы, например, это может быть путь? Контракт нет. Абсолютно им все равно, есть он или нет. Может быть, вы вообще живете у родителей или у друга. С точки зрения учебы это очень хорошая связь со страной. Но я бы на эту тему так сильно не волновалась. Вот я никогда не видела отказ на британское гражданство, которое именно на этом концентрируется. Видела на отсутствиях британского гражданства отказ, на том, что вот сейчас те, кто въезжали там нелегально опасными путями, там на лодках, на лори, или приезжали здесь, жили долго нелегально, потом легализовывались. Вот у них будут, скорее всего, проблемы с получением гражданства. Это изменения были тоже недавно с этим связаны. Но если у вас все хорошо, вы здесь живете, вы здесь даже ведете какой-то, может быть, небольшой бизнес, как self-employed, особенно если вы здесь учитесь, и вы не нарушали никаких прав, миграционных или других, законопослушный человек, все у вас будет хорошо. Такой вопрос немножко про ваш бизнес. Какие клиенты чаще всего приходят, с какими запросами? Чем вы чаще всего занимаетесь? Наша консалтенси занимается абсолютно всем, кроме убежища. То есть мы действительно очень разносторонняя компания, и опыт есть абсолютно во всех категориях. Иногда клиенты приходят уже с отказами. И вот это, наверное, самая интересная часть работы, потому что кто-то посоветовал что-то, где-то что-то не прочитал, сделал ошибки. И вот разбираться в отказах, наверное, самое сложное и самое интересное, потому что клиент приходит в такую ситуацию, где 14 дней, и нужно либо подавать на административный пересмотр, ну, если такое право есть, либо на апелляцию, либо подавать новую заявку. И вот это, наверное, такой очень интересный и собирает очень, дает такую энергию. Поэтому, наверное, вот с этим мы очень любим работать и успешно очень работаем. Очень много супружеских виз, конечно же, натурализации. Кстати, вот я, наверное, это одна из гордостей моих, что в нашей компании никогда не было отказа по гражданству ни разу. Я к вам точно приду тогда за гражданством. Я, как вы так говорить, ну, дай бог, что дальше так было, но в моей карьере был один раз отказ по гражданству. Поняли, что ошибка на визового офицера, подали на пересмотр, там нужно было заплатить там, в районе 300 фунтов, сейчас, по-моему, 400 за пересмотр. И мы даже это выиграли. Ну, то есть вот этот трек у нас прям вообще отличный. Ну, конечно, никто не идеален, и все равно маленький процент отказов, он присутствует в любой компании, но всегда мы клиентов предупреждаем заранее, где у них черные дыры, которые нужно как-то заполировать, закрыть, или какие риски существуют. Какие самые необычные клиенты? Может быть, что-то такое вот специфическое? Ну, или случаи, может быть, клиент обычный, а случай необычный? Ну вот это, конечно, нужно вспоминать. Наверное, самые необычные клиенты, с кем я работала, это люди, которые подают на fee-waiver. Fee-waiver — это такая тема, когда у человека нет возможности заплатить за визовый сбор и страховку. Они подают там, допустим, супружескую визу или там domestic violence, ну что-то такое. Они обычно очень эмоциональные, они подходят к делу очень серьезно, что правильно. Но иногда люди не совсем понимают, что они не квалифицируются на это. Допустим, я начинаю смотреть кейс, и мне человек говорит:
я совершенно, у меня нет денег ни на что, и я вообще живу там на последние копейки. Я открываю банковскую выписку клиента, и я вижу luxury wine, бассейн, спортклуб. Я говорю, ну, нет, мы, к сожалению, не пройдем. Давайте мы возьмем просто кредит и заплатим за физ. А если есть реально действительно шанс получить скидку, можно же частично фи-вейв получить или целиком, то да, наверное, вот это самые такие эмоциональные клиенты для нас интересные, я бы сказала. Ну, а так, да, наверное, вот таланты самые простые, с моей точки зрения. Не заход на таланта, а именно ПМЖ, Одобрение, да. да, одобрение, да. И когда подаешь на таланты, когда строишь кейс именно, вот это очень сложно. Но сейчас я не хочу углубляться, потому что там очень много информации, конечно. Какие заблуждения клиентов, вот с какими вы сталкиваетесь чаще всего? Вот очень классный вопрос, потому что я прям хотела об этом сказать. У клиента очень большое удивление, когда, подав на гражданство, клиент не сразу не получает паспорт. И я видела такое иногда разочарование. Клиент так смотрит на сертификат натурализации, говорит: «А паспорт где?» Но паспорт — это отдельная заявка. То есть сначала мы подаем на заявку, чтобы нас приняли в гражданство, далее выдали сертификат о натурализации, чтобы мы дали клятву королю, спели гимн. И уже с этим сертификатом мы заполняем определенную форму. Еще полгода ждать или сколько? Нет, нет, в зависимости от времени года есть сезонность определенная, потому что летом больше таких заявок на смену там паспорта и так далее. Но по большому счету есть фаст-трак, 1 неделю, максимум 6 недель, примерно 2, 2-3, вот так вот. Летом, ну, 3, наверное. Очень редко бывают интервью. И заполняешь небольшую форму, платишь там около 100 фунтов, референсы, рефериз, опять же, так же, как на британское гражданство, рефериз нужно туда включить одного. И, соответственно, уже ждешь самого travel document. Но британцем человек уже стал. Но при этом, пока ты ждешь, ты не можешь выезжать за Нет. предел. И тут еще важная тема, что, во-первых, все действующие паспорта всех стран нужно подавать, то есть, ну, не с чем тоже выезжать совсем, да. Если есть разное написание в этих паспортах имени, то паспорт британский не выдадут, пока либо мы не поменяем все паспорта, чтобы имя было одинаково, либо письмо из консульства той страны о том, что имя написано по правилам их там внутренней транслитерации и изменено быть не может. Ну, там есть тоже нюансы, но да, выезжать правильно нельзя, не с чем. Такое есть правило, которое, в принципе, можно обойти, но если мы получили ПМЖ и гражданство, то есть сертификат натурализации уже получили, как бы наше ПМЖ уже не действует. Выйдем в этот момент, то, по идее, когда мы будем заезжать, вроде как у нас могут быть проблемы, потому что наш статус онлайн вроде как должен перестать действовать. Многие до сих пор пользуются этим статусом и все равно заезжают. И уже на границе здесь объясняют, что у меня сертификат, нужно было выехать, сейчас приеду, подам. Пока работает, но нужно перед выездом обязательно смотреть, что онлайн статус не изменился. Пока они его такси сразу не меняют. Такой тоже вопрос, опять шкурный. Вот я получил ПМЖ 1 августа. Мгм. Когда я смогу получить паспорт? Ну, то есть у меня вот прошло 3 года, я правильно понимаю, что не раньше, чем через 5 лет? Ой, Да, через 2 года еще да, дополнительно. То есть в общем сложности через 5 лет. да. Или раньше можно как-то, через год, через полтора? Нет, по правилам получения гражданства вы обязаны, как взрослый человек старше 18 лет, показать, что вы прожили в Великобритании минимум 5 лет и 1 год без иммиграционного контроля. То есть обычно, если мы возьмем skilled worker визу, 5 лет мы получаем ПМЖ, да, и потом еще год ждем. Для вас этот ждем год не нужно ждать. Вы еще 2 года ждете и потом подаете на натурализацию и потом уже на паспорт. 1 августа. Значит, 2 августа 2027 года можно подавать на натурализацию. Вот так. Я вот, собственно, делал LR через вас, честно заплатил денежку. Некоторые задают вопрос, а можно самим сделать? Ну, то есть не обращаясь к юристам. Можно. И чем это грозит или не грозит? Совершенно нет требований использования юриста. Это просто личное желание человека себя обезопасить от возможных ошибок. Иногда эти ошибки стоят гораздо дороже, чем сам Да и дольше юрист. тоже. И дольше, Время да. теряет. Были такие случаи, когда мы исправляли очень долго ошибки самих клиентов. Но если вы чувствуете, что вы понимаете правила, вы знаете, как они работают, хорошо владеете английским, вы, в принципе, привыкли работать с документами, то, в принципе, можно подать и самим. Некоторые клиенты берут просто консультацию, я им рассказываю, по полочкам раскладываю, как оно должно быть, а потом фоллоуап, там, может, ссылочки какие-то присылаю, они это изучают и делают сами. Это нормально. Ну, это не мой случай, потому что я бы точно напортачил. Вопрос философский. Вообще рекомендовали бы вы
ехать, переезжать в UK? Вот прямо сейчас. Какой у вас, может быть, личный опыт, личные впечатления от страны? С 2009 года я уже здесь живу, получила здесь образование второе высшее, и потом я квалифицировалась как юрист еще именно миграционный. Прошла огонь, воду, медные трубы и образование, и компанию открыла, и замуж вышла, ребенка родила. В общем, прошла все стадии человека, которые обычно проходят. Наверное, зависит от того, откуда человек едет. Если это Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан, да, безусловно, стоит, потому что уровень жизни хороший, уровень образования хороший, экология хорошая. Бизнес развивать достаточно, ну, я бы не сказала просто, но понятно. То есть никто к тебе не придет и не скажет, что-то у тебя тут слишком хорошо все идет, давай-ка делись. Конечно, здесь есть правила, и если ты им следуешь, они будут также применяться и к тебе. То есть честность вот этого бизнеса, она присутствует. Ты можешь реально доказать, что ты прав, если ты знаешь, что ты прав. Ну, у меня так, по крайней мере, складывалось всегда. Опять же, очень большое количество разных национальностей, что, в принципе, очень хорошо, я считаю, по многим причинам, потому что ты общаешься со многими людьми из разных стран, это здорово. Очень удобно путешествовать, то есть из Лондона ты можешь полететь реально нон-стоп почти в любую страну, там, в любой кусочек мира, потому что один из самых больших аэропортов. Доступность путешествий, культурная жизнь. Я считаю, что это очень классная страна. Я обожаю путешествовать сама, я много где была, безусловно, но пока мое сердце, конечно, здесь. Интересный, важный вопрос тоже касается Украины. Есть схема Homes for Ukraine, насколько я знаю, ее сейчас продляют, но многие все равно находятся в таком растерянном состоянии, потому что нет понимания, продлят ли ее дальше, дадут ли возможность как-то ассимилироваться и легализоваться в стране. Вот тут какие есть инсайты и вообще какие рекомендации тем, кто сейчас на этой программе? Говорят, что будут делать продление еще на 18 месяцев, то есть вторые 18 месяцев. Сначала было 3 года, 18 месяцев, и еще как бы будет 18 месяцев, если война не закончится. Опять только слова, только в парламенте, пока, когда они там обсуждают, что они хотят сделать, то есть никакого по практике ничего еще пока не понятно. То время, которое украинцы здесь будут проводить на этих схемах, оно не засчитывается в 10 лет для ПМЖ. Да? Это одно из категорий, которые убрали из 10-year long residence. Люди, которые хотят здесь ассимилироваться, естественно, они должны думать о том, чтобы переключаться. Вот я знаю, что мы с вами разговаривали о self-sponsorship, да, когда люди там свою компанию открывают, потом под себя же skilled worker, рабочую визу делают. Это возможно, и очень много украинцев, кстати, пошли по этому пути, и очень много успешны, но там есть много нюансов, что все равно нужно иметь в штате человека с ПМЖ или британца, который будет authorizing officer для спонсорской лицензии. Нужно показать, что человек действительно... Это работа genuine, то есть настоящая. Не бизнес скреатирован для того, чтобы его нанять, а наоборот, человек будет действительно привносить какой-то значимый вклад для этого бизнеса. Поэтому да, skilled worker — это опция в любом случае для переключения. Переключиться можно здесь, уезжать не нужно. Но инноватор, талант — тоже прекрасные категории, но они более сложные. И поскольку нужно сдавать язык на инноватора B2, и, скорее всего, будет тоже B2 сейчас на skilled worker, сейчас B1, то это большая проблема для украинцев. Многие не говорят на таком уровне. Поэтому остается талант, супружеские визы всегда. Это очень Беженство много. нет, работает, не работает. Вы знаете, вот интересный трек. Ну, началась война, открыли украинские схемы, и люди также начали подаваться на беженство и на private life. Давали, давали, давали. Private life и беженство на какое-то время вообще перестали давать, поголовно отказы. Потом где-то год назад начали опять давать беженство, беженство дают. Ну, как беженство, как гуманитарная защита. И сейчас опять перестали. Хотя вот он прецедент, мы его держим в руках. Вот из того же региона, тоже семья, тоже там есть определенные проблемы со здоровьем. Одним дали, другим не дали. Все зависит от кейсворкера. И потом это апелляция, и потом вот это все как снежный ком катится, и годами люди ждут. Если есть возможность переключиться на какую-то бизнес-категорию или выйти замуж, это гораздо лучше, чем надеяться на решение хоум-офиса, потому что оно совершенно непредсказуемо. По поводу стоимости. Вот, собственно, для меня было некоторым сюрпризом стоимость именно пошлины для получения ILR, да, Indefinite Leave to Remain. В общем, я заплатил чуть более 4000 фунтов, что приличные деньги, вообще говоря. То есть это 3 с небольшим основная пошлина, еще 1000 за ускоренное рассмотрение, что в моем случае было актуально. Действительно, выдали визу там буквально за сутки, за рабочие. К чему стоит готовиться финансово тем, кто планирует подаваться на ILR, на паспорт? Вообще, какой порядок затрат? ILR — цена
она одинакова для всех заявителей по любым категориям. И это 3029 фунтов. Если мы приплюсуем туда тесты Life in the UK и English Language Test, это еще около 300 фунтов. Там по 150 каждый тест. Ускоренный сервис доступен не для всех категорий. Но если он доступен, например, для Skilled Worker Visa там есть 5 дней сервис за 500 фунтов и 24 часа 1000 фунтов. Для таланта тоже 1000 фунтов доступно, да? А иногда есть категории, например, же Solo Representative Visa. Для них недоступно. Да, они будут рассматриваться несколько месяцев, а то и все 6. Страховка не платится на ПМЖ, поэтому только если вы будете использовать юриста, это дополнительный, естественно, кост. Порядок цен какой? Ну, то есть диапазон? От сложности зависит. Стандартно ПМЖ на таланта примерно в районе 2500 плюс налог. Если мы говорим о гражданстве, то где-то 1500 плюс налог. Иногда дешевле, если, допустим, мы подаем группу людей, главный заявитель и там 5 депендентов. Естественно, там будут скидки, безусловно, из групповых подач. Но примерно такой порядок цен. И опять же, очень важно, если, например, клиент был с нами с первого дня, потому что если у нас есть файлы, формы, документы, для нас гораздо проще все это, нежели чем собирать все с нуля, когда клиент к нам только пришел, мы его первый раз видим, все вот это по кубикам надо структурировать этот кейс. Роман, у вас бизнес ваш очень тесно соприкасается тоже с эмиграцией. И в процессе подготовки кейса мне было очень интересно почитать вашу биографию, то, чем вы занимались ранее, какой бизнес у вас был и чем вы занимаетесь сейчас. И поскольку это настолько тесно соприкасается, мне интересно, каким образом вы подходите к кейсам инноваторов, как вы их поддерживаете и что вы можете вообще предложить им? Спасибо за вопрос. У меня такой не очень стандартный, наверное, путь, потому что я всю свою жизнь, мне 42 года, я развивался в IT. Я работал там в компании Яндекс 7 лет, достаточно высокой позиции. Я работал в компании Mail.ru ВК, я работал там 6 лет в ЦИАНе. И, собственно, я получил визу талантов как раз как айтишник. Но вот с прохождением всей процедуры и иммиграции, и, там, и получения виз талантов, мой бизнес-партнер, который находится во Франции, он эмигрировал во Францию, мы в какой-то момент поняли, что это, действительно важный какой-то запрос сейчас у общества. Очень много людей, таких как я, которые тоже сейчас ищут возможности переехать, какие-то разные визы рассматривают. У них нет понимания, как забазироваться в этой новой стране, да. И вот мы создали бизнес, он существует уже 3-й год, и мы как раз помогаем людям, это в основном таланты и предприниматели, переезжать в Америку, в Европу, в Британию. Мы делаем в основном визовые кейсы, но вот сейчас, опять же, те люди, которые, например, открывают бизнес в Великобритании, у них много запросов, прекрасно про это знаете, как инкорпорироваться, как развернуть компанию, как зарегистрироваться, как разобраться с налогами, как найти хорошего юриста, причем нужен не один юрист, а сразу несколько, и там и корпоративный юрист, это может быть и семейный юрист, и миграционный юрист, потому что там индепенденты и всякие продления виз. И вот мы пытаемся сейчас как-то собрать у себя всю эту экспертизу и людям помогать. И я рад, что вы тоже нам помогаете, да, и как-то вот мы можем не просто людям сделать визу, а можем как-то вот сопровождать их по всему этому сложному пути, так или иначе, и на разных этапах им, в общем-то, содействовать в плане юридической поддержки, в плане там бухгалтерии, в плане найма людей, и в плане того даже, там, не знаю, как квартиру снять. Просто вот какие-то советы или там, как, если у тебя труба потекла, вот как разобраться. В Британии целая проблема, в общем, дождаться или задешево найти какого-то водопроводчика. То есть вот наша цель, да, помогать людям, которые проходили путь такой же, как и мы в свое время. Может быть, ваш переезд был менее драматичным, хотя судьи кто. Вот. Сейчас, конечно, интересное время. Посмотрим, как это все будет меняться. Пока что как бы и мне нравится то, чем занимается команда, и я. Вот. И люди, в общем-то, довольны, которые к нам приходят. То есть интеграция тоже, да, это тоже, чем вы можете заниматься. Основной бизнес — это все-таки подготовка визовых кейсов, то есть это в основном визы талантов, и это виза для стартапов, но мы стараемся на этом не останавливаться и дальше людям предлагать что-то поствизовое, да, какой-то поствизовый сервис. Но вы делаете бизнес-планы также, правильно? Да. Я думаю, что вы качественно их очень делаете, потому что я много изучала бизнес-планов за свою историю, и в основном пишут их в Индии. Вот очень классно, что вы это делаете как бы in-house, потому что когда человек действительно подходит с умом к идее, пытается ее вместе с кандидатом разработать, это очень ценно. Такое редко увидишь на данный момент на рынке. В основном это вот как станок.
Да, это правда. И виза, если мы говорим про инноватор-фаундер, она сложная действительно. И, на мой взгляд, ее и сложнее получить, чем Global Talent, и она еще сопряжена с какими-то коммитами, с чекапами и все прочее. И, конечно, когда есть выбор у человека, например, пойти по пути Global Talent или инноватор, мы всегда рекомендуем Global Talent. Но не у всех этот выбор есть. И по поводу подготовки бизнес-планов, да, действительно, ну, то есть нужно сделать финансовый план, нужно сделать маркетинговый план, нужно сделать правильное описание проекта. Вот мы собрали команду, там разные компетенции. У нас вот руководитель, который работал в акселераторах, он понимает, как рассматриваются эти кейсы, потому что фактически endorsing body, да, это акселераторы и есть в Британии, которые их рассматривают. У нас есть бизнес-аналитики, у нас есть финансовые аналитики, то есть каждый раз, когда человек приходит, клиент приходит или команда приходит с идеей, мы, во-первых, помогаем ее докрутить до нужного какого-то состояния, чтобы она была eligible. Не всегда у людей эта идея, в общем, в нужном виде, потому что самое основное, к чему придираются, это инновационность, и поди ее докажи, действительно, что такое это инновационность. И опять же, там технологичность — это определенная магия, которую ты должен вместе с клиентом поделать, ты должен поштормить, ты должен вот дошлифовать эту идею до того вида, чтобы ее можно было упаковать в кейс и получить одобрение. Потом это все расписать в цифрах, все это там просчитать объем рынка, если это потенциал рынка или нет. В общем, это сложная работа, она действительно там стоит каких-то приличных денег, действительно, это там какие-то коммиты, связанные с проверками, и тут сейчас постоянно меняются условия, там тут недавно поменялось в апреле 2023 года эта виза, да, сейчас она стала менее жесткой, действительно не обязательно там инвестировать какое-то огромное количество денег, но тем не менее. Ну, то есть вот никто толком не знает, как сейчас эти проверки проходят в текущем виде, на что они смотрят, и мы, в общем, эту экспертизу у себя аккумулируем и стараемся помогать. Я так понимаю, что вы тоже часть это делаете, да, вот это сопровождение? Делаем, но здесь мы возлагаем достаточно много на клиента. Вот у вас, мне кажется, больше tailor-made, и вы больше делаете legwork именно за клиента, что очень ценно во многих ситуациях, потому что человек может быть очень талантлив в какой-то сфере, но бизнес-план он просто сам не напишет. Интересно, вот вы затронули вопрос стоимости. А какая стоимость ваших услуг? Ох, мне все время кажется, что мы как-то мало денег берем за эту работу, потому что она действительно сложная. И я знаю кейсы, да, есть, например, агентство гражданства за инвестиции в разных странах. Есть агентства, которые помогают тоже собирать какие-то визы. И я порой слышу эти цифры, когда люди платят, там, не знаю, 50-100 тысяч, там, не знаю, евро, фунтов. И платят. То есть, конечно, мы такие деньги не берем. Но нужно понимать, что если вы переезжаете по такой сложной визе, это, ну, стоит, потому что это работает команда, она работает, как правило, несколько месяцев, они получают зарплату. Я бы сказал, что это, опять же, зависит от количества фаундеров, которые идет по кейсу, да, у нас меняется цена в зависимости от количества. Каких-то набора сопутствующих услуг. Для инноватора я бы закладывал минимум, наверное, 15 для того, чтобы это все сделать. Я имею в виду и там с учетом страховки. Ну, опять же, да, это в зависимости от количества фаундеров, потому что страховка мультиплицируется на количество фаундеров. Если это команда из 3 человек, то это может стоить там и 20, и 25, потому что, опять же, плюсуется страховка. Если мы говорим про Global Talent, то там цена, она такая стандартная, это 5000 фунтов, подготовить кейс с нуля, это написать все документы, это полностью продумать стратегию кейса, это работать там с какими-то апелляциями, если они появляются. В общем, вот такой центр экспертизы. Опять же, смотря с чем сравнивать. Для кого-то это большие деньги, с другой стороны, вот в случае Global Talent ты их платишь, и ты понимаешь, что это фактически твой путь до ПМЖ. Причем это не в Сербии, там, не в Армении, не в Грузии, а все-таки в цивилизованной стране, развитой, вот, с очень сильным паспортом, по-прежнему сильным, который тебе открывает весь земной шар. И это, ну, никогда не может быть дешево. Нужно готовиться, потому что если ты выбрал такую локацию, ну, в любом случае ты заплатишь юристу, ты заплатишь бухгалтеру, ты заплатишь, там, не знаю, визовому эксперту. Ты сэкономишь свои деньги и время, на самом деле, за счет этого. Я сам плачу. Я также платил за свой визовый кейс, я также плачу, да, вам за то, что вы помогли с ПМЖ. Никогда в жизни, кстати, не выцыганиваю никаких скидок, потому что мне кажется, что это обесценивание труда. Ну, то есть я понимаю, насколько это бывает сложно, я понимаю, там, какие риски, и цена названа, я ее заплачу. Я имею право там отказаться, если она меня не устраивает, да, ну, как бы вот. Экспертиза, опыт, он стоит денег. И опять же, время сэкономленное, оно стоит денег. И хорошо работать с людьми, которые это понимают. И опять же, если Америку брать, да, с ней сравнивать, то в Америке все дороже. Там есть вот, собственно, солиситоры, да, потому что там невозможно податься без лицензии юриста ни на одну из этих виз. И нужно заплатить солиситору, нужно самому собрать эти документы, и это все стоит значительно дороже. А во Франции это может быть дешевле. Но опять же, нужно знать французский язык, нужно там иметь какое-то, не знаю, снимать жилье во Франции, еще что-то. Британия
компания в этом смысле супер крутая, если мы говорим про Global Talent, потому что виза особо ничего не требует от тебя. Работа в Великобритании обязательно, не обязательно там что-то снимать, не обязательно даже там быть в целом. Очень такой как бы френдли подход, я бы сказал. А так, огромное количество людей уже там и мы перевезли, и как бы и сами люди переезжают. Пока что, мне кажется, вот в рамках нашего комьюнити все довольны, поэтому я в целом могу рекомендовать этот путь в Великобританию отдельно. С точки зрения стоимости, я примерно знаю рынок, и я считаю, что это очень хорошая цена за такое качество. Поэтому да, это точно. Вы также сказали про Америку и Францию. Вот, поскольку вы знаете другие миграционные системы, то есть ваше видение, что все-таки UK, она легче, более выгодна со всех сторон. Она проще, наверное, да, в какой-то степени? Точно так. И, собственно, я этот выбор тоже сделал в свое время. И я тут присоединяюсь, Маргарита, к вашему мнению, что действительно Британия, она много факторов сочетает. И какой-то такой человеческий подход. Говорит мой бывший босс в Яндексе, что мы все рано или поздно окажемся в локациях, где все-таки работают какие-то процессы. Прекрасная, допустим, Южная Европа, но как бы банки работают 2 часа в неделю, водопроводчика ты ждешь там 6 месяцев, и то там непонятно, придет он, не придет. Доставку из Амазона тебе на этаж не поднимут. Ну, то есть все-таки, если мы говорим про Британию, если мы говорим про Америку, если мы говорим, допустим, про Нидерланды, это страны, в которых работают процессы какие-то. Ты можешь все-таки, неважно за какие деньги, но получить эту услугу. Вот. И там оцифрованы процессы, они понятны, там гайды какие-то тоже очевидны. Ну, то есть все более-менее предсказуемо, система управляема. Это важно. И опять же, имея опыт там жизни в России, отчасти в других локациях. Расположение, да, английский язык, которым я там неплохо говорю. Я не говорю по-французски, хотя я учил в университете 4 года, я уже практически ничего не помню. Но для меня важно, я знаю, например, многие люди там переезжали в Израиль на фоне событий в Украине, да, но это же, на мой взгляд, чудовищно, когда ты выходишь на улицу, ты не можешь прочитать ни одной вывески. И это огромный стресс и шок, и тем более там сейчас тоже война началась. Мне кажется, что само общество, правовая система, насколько работают процессы, в этом смысле Британия очень хороший выбор. Ну и, на мой взгляд, Лондон похож на Москву в плане какого-то вайба, вот, не знаю, там, доступности сервисов, движухи, там, не знаю, и финансовой, и предпринимательской, и айтишной, и всякой. Согласна. Но опять же, русскоговорящая комьюнити достаточно большая, потому что не только из России, но Украина, как-никак говорит на русском языке, Казахстан, Белоруссия, там, Литва, Латвия, Эстония. Если так взять по численности, все время как идешь, русская речь везде слышна. Хотя только по данным последним, по-моему, 10% населения России имеют загранпаспорта, и только 2 регулярно путешествуют. Хотя мы везде. Интересно, что у меня есть тут и друзья, и знакомые из Украины, и совершенно нет никакой войны здесь. Ну, то есть люди все адекватные, все понимают, что есть там правительство, есть какие-то политические решения, есть судьба людей конкретных, да, и чаще всего люди не хотят никого убивать, не хотят спокойной мирной жизни, дружить с соседями, там, не знаю, ходить вместе в бары, в кино и все прочее. И я здесь вот 3 года живу, я не сталкивался с какими-то противоречиями, с войной, и мы там и дружим и с украинцами, и с белорусами, и с кем угодно, там, людьми из Средней Азии, из Европы, откуда угодно. Вот это тоже такой какой-то хороший маркер. Я хочу сказать, что я рекомендую всячески Маргариту и ее команду. Я сам, собственно, пользовался услугами. И внизу мы оставим промокод, по которому можно будет получить бесплатную консультацию. Пожалуйста, приходите. Я уверен, что Маргарита и ее команда помогут, и все будет прекрасно. Спасибо. Спасибо большое, Роман. Было очень приятно с вами пообщаться и Взаимно. очень интересно. Спасибо, что вы выбрали нас и стали нашим клиентом. Спасибо.